Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Натуральные ногти скручиваются, и у мастера выбор – восстанавливать их или покрыть гель-лаком так. В этом видео расскажу, как исправить скручивание ногтей. Будет, как всегда, интересно. Поехали! Для дезинфекции рук использую средство 3 в 1 от Opция, оно же обезжириватель, средство для снятия липкого слоя и дезинфектор для рук. Очень удобное и с приятным ароматом. Посмотрим на покрытие моей модели. Ногти скручиваются в трубочку, отчего квадрат не столь четкий, как хотелось бы. Поэтому снимаем старое покрытие и будем выполнять восстановление. Для снятия использую насадку с фиолетовой насечкой. Она достаточно быстро снимает, и большое преимущество ее в тонком носике, которым можно убрать материал по периметру кутикулы. Во время снятия таких ярких цветов или черного, думаю, как хорошо, когда есть встроенная вытяжка, которая убирает всю эту пыль. Помню, как раньше я работала с настольной вытяжкой, и это был просто кошмар. После очередного снятия какого-то насыщенного цвета весь стол покрывался этой пылью, и как хорошо, что теперь такого нету, либо в минимальном количестве. Поверхность ногтя шлифую бафом, приподнимаю чешуйки, убираю остатки черного гель-лака, если они есть. У моей модели, на первый взгляд, очень простая кутикула и совсем небольшая. Но когда начинаешь обработку, то понимаешь, что внутри очень много птериги. Его необходимо тщательно вычистить. Если оставить, это может привести к отслоению покрытия в дальнейшем. Поэтому сначала прохожу левые стороны ногтя в положении форвард и затем переключаю направление вращения реверс и прорабатываю правые стороны. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Теперь кутикула готова к срезу. Выполняю срез кусачками. Конечно, делать срез на камеру – то еще удовольствие. Нужно находиться в статичном положении. Справились. Теперь зашлифуем срез при помощи силикон-карбидной насадки коричневого цвета. То есть она жесткая и хорошо убирает мелкие заусенки. Прохожусь в том числе по внутренней поверхности кутикулы. Важно, сильно не касайтесь самой ногтевой пластины, потому что это может привести к ее глянцеванию и отслоению в зоне кутикулы. Убираем пыль, обезжириваем. Да, тут что-то черненькое под ногтевой пластиной. Вот таким образом при помощи кусачек получилось это убрать. Для лучшей сцепки наношу средство Pro Fix. Это двусторонний скотч, праймер. Праймер наносим всегда в небольшом количестве. Грунтовочный слой выполняю из базы гель-лак, также от Opция. Наношу сначала тонким слоем, добавляю совсем легкий объем в зоне кутикулы. На этом этапе нам не нужно строить какую-то определенную архитектуру, ее восстанавливать, нужна лишь только подложка. В работе буду использовать материалы от Opция. Это жидкие гели, которым я уже работаю не первый год. Считается, что такие материалы гипоаллергены и подходят большинству клиентов, у которых, к несчастью, часто возникают аллергические реакции. Для свободного края использую акригели. У данной компании они довольно жидкие, быстро распределяются. Для восстановления боковых сторон решила использовать белый цвет, для того, чтобы у нас получился плавный переход бэби-бумер. В конце вы увидите, насколько это красиво, нежно и натурально смотрится. Наша задача сделать боковые стенки в продолжении натурального ногтя, то есть добавить объем по боковым сторонам.
Плюс такого укрепления у нас появляется толщина, которую впоследствии мы можем выпилить, и появится арочка. А арочка – это, во-первых, красиво, это залог крепких ногтей. После просушки снимаем липкий слой и придаем форму. В этот момент важно не спилить весь акригель, а оставить его объем по боковым сторонам. Прохожусь по поверхности пилкой 180 грит, так как акригель достаточно мягкий. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Чтобы присоединиться, переходите по ссылке в описании. Теперь с внутренней стороны нужно выпилить часть натурального ногтя и убрать тот материал, который является лишним. Для того, чтобы подлезть в более труднодоступные места, можно использовать насадку с более тонким носиком. Убираем пыль и теперь достраиваем зону около кутикулы, создавая апекс и правильную архитектуру. Для начала необходимо промазать полностью поверхность ногтя гелем, чтобы она увлажнилась и капля материала лучше распределялась. Таким образом, на данном ногте у нас, получается, лежит твердый материал, который будет надежно защищать ногтевую пластину и выглядеть красиво. Раскладываю материал таким образом, чтобы не было пузырьков, если они появляются, прокалываю при помощи кисточки или палочки. Важно, что на данном этапе не требуется большое количество геля. Необходимо только достроить зону возле кутикулы. Если нанести много камуфлирующего геля, то перехода бэби-бумер не получится. Будет просто камуфлированный натуральный ноготь. Тут можно было что-то добавить поверху, но ничего особенного мы не придумали, поэтому покрываем топом, делаем совсем небольшое довыравнивание. В целом мне очень нравится, когда ногти выглядят именно таким образом. То есть не как просто выровненная база, где продольная арка идет дугой, а где они такие более четкие, ровные и квадрат имеют уголки. Пишите в комментариях, восстанавливаете ногти клиентам или просто покрываете гель-лаком. Было полезно это видео, поддержите, поставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо, пока-пока!